Загадки древних мегалитов. Следы утерянной цивилизации. Представьте себе, вы стоите перед гигантским каменным блоком весом в сотни тонн, идеально отшлифованным и подогнанным к соседнему камню с точностью до миллиметра. Эти камни не просто груда валунов, а часть сложной структуры, созданной тысячи лет назад, в эпоху, когда, по официальной версии истории, люди едва умели обрабатывать бронзу. Такие сооружения разбросаны по всему миру, от заснеженных гор Кавказа до жарких пустынь Египта, от тропических лесов Индонезии до зеленых холмов Ирландии. Шахта Курора, шахта Осириса, мегалиты долины Бада, форт Малабад, Нью-Грейндж – все эти объекты объединяет одно. Они бросают вызов нашему пониманию прошлого. Кто их построил? Как? И главное, зачем? Давайте отправимся в путешествие по этим загадочным местам, чтобы попытаться найти ответы. Возможно, мы прикоснемся к тайне, которая перевернет наше представление о древней истории. Начнем с Северного Кавказа, где в 2011 году была обнаружена шахта Курора. Это не просто пещера или заброшенный рудник. Это сложная структура из массивных каменных блоков, каждый из которых весит до 200 тонн. Представьте, один такой блок – это как два современных танка, сложенных вместе. И эти глыбы не просто свалены в кучу. Они идеально подогнаны друг к другу, без малейшего зазора. Как это возможно? Современные технологии позволяют поднимать такие тяжести с помощью мощных кранов, но в древности археологи датируют сооружения несколькими тысячами лет до нашей эры, но точный возраст пока не установлен. Местные легенды добавляют интриги. Говорят, что под горами Кавказа скрываются целые подземные города, построенные некими древними гигантами или даже пришельцами. Конечно, это звучит как миф, но когда вы видите эти блоки, невольно начинаете задаваться вопросами. Почему шахта Курора так глубоко уходит под землю? Была ли она частью какого-то ритуального комплекса или, может, хранилищем знаний? Ученые пока молчат, а находка продолжает обрастать теориями. Теперь перенесемся в Египет, к шахте Осириса, подземному комплексу, который, возможно, связан с культом бога загробного мира. Это место находится недалеко от плато Гиза, но оно гораздо менее известно, чем пирамиды. Шахта Осириса – это многоуровневая система туннелей и залов, вырезанных в скальной породе. В одном из залов находятся огромные гранитные саркофаги, каждый весом около 70 тонн. И вот что странно. Следы обработки на этих саркофагах не похожи на то, что мы знаем о технологиях Древнего Египта. Некоторые исследователи утверждают, что на камнях видны следы высокоточных инструментов, возможно, даже с алмазным напылением. Но алмазные инструменты в Египте 2500 года до нашей эры – это звучит абсурдно. Более того, шахта частично затоплена подземными водами, что делает ее исследование крайне сложным. Зачем строить такой сложный комплекс под землей? Были ли саркофаги предназначены для захоронений или это часть какого-то неизвестного ритуала? А может, это вообще не египетское сооружение, а наследство более древней культуры? Некоторые альтернативные исследователи даже связывают шахту Осириса с мифической Атлантидой, хотя, конечно, это пока лишь гипотеза. Теперь давайте отправимся в Индонезию, в долину Бада. Это место – настоящая археологическая загадка. Сотни мегалитических статуй и каменных кувшинов разбросаны по зеленым холмам. Некоторые статуи достигают 3 метров в высоту, и их лица, вырезанные в камне, кажутся одновременно примитивными и невероятно выразительными. Кто эти фигуры изображают? Богов, предков, стражей? Никто не знает. Каменные кувшины, напоминающие те, что найдены в Лаосе и Индии, добавляют еще больше вопросов. Они похожи на огромные урны, но внутри них не находили ни человеческих останков, ни других следов захоронений. Датировка этих мегалитов тоже вызывает споры. Некоторые исследователи считают, что они могут быть старше 2000 лет, но точных данных нет. Что особенно интересно, долина Бада находится в довольно изолированном районе, и местные жители до сих пор рассказывают истории о древних людях, которые якобы умели разговаривать с камнями. Может, это метафора, а может, намек на утраченные технологии? Похожие мегалиты, кстати, есть и в других уголках мира. Например, в Лаосе, где находятся знаменитые кувшины мертвых, и даже в Индии, где разбросаны аналогичные каменные структуры. Неужели это просто совпадение? Следующая остановка – Индия, форт Малабад.
Это сооружение поражает своими циклопическими стенами, сложенными из гигантских каменных блоков. Некоторые из них настолько большие, что их сравнивают с мегалитами Мачу-Пикчу в Перу или стенами Микен в Греции. И вот что интересно. Блоки в Малабаде подогнаны друг к другу с такой точностью, что между ними не проходит даже лезвие ножа. Как древние строители добились этого? В Индии, как и в других регионах, нет никаких письменных свидетельств о том, как создавались такие сооружения. Более того, стены Малабада кажутся неуместно сложными для обычного форта. Зачем было тратить столько усилий на строительство, если речь шла просто о защите? Некоторые исследователи предполагают, что эти стены могли быть частью глобальной сети мегалитических сооружений, созданных одной и той же цивилизацией. Звучит фантастично, но сходство между мегалитами в Индии, Перу и Греции действительно заставляет задуматься. Может, древние народы обменивались знаниями? Или, как предполагают сторонники теории палеоконтакта, им помогали некие внешние силы? И, наконец, мы прибываем в Ирландию, к кургану Ньюгрейндж. Это сооружение, построенное около 5000 лет назад, старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Ньюгрейндж — это не просто груда камней, а сложная структура, точно ориентированная на зимнее солнцестояние. В день солнцестояния луч света проникает через узкое отверстие и освещает внутреннюю камеру кургана. Как древние строители рассчитали это с такой точностью? Ведь для этого нужны знания астрономии, математики и геометрии. Но это еще не все. Камни Ньюгрейнджа украшены резными символами – спиралями, кругами, зигзагами. Некоторые исследователи считают, что эти узоры могут быть не просто орнаментом, а звездной картой или даже зашифрованным посланием. Похожие спиралевидные символы, кстати, встречаются и в других мегалитических культурах, например, на Мальте или в Центральной Америке. Это снова наводит на мысль о возможной глобальной связи между древними народами. Итак, что объединяет все эти сооружения? Во-первых, невероятная инженерная точность. Будь то подгонка блоков в шахте Курора, саркофаги шахты Осириса или астрономическая ориентация Ньюгрейнджа. Все это говорит о знаниях, которые выходят за рамки традиционного понимания древних культур. Во-вторых, отсутствие письменных источников. Мы не знаем, кто, как и зачем строил эти объекты. В-третьих, их глобальное распространение. От Кавказа до Индонезии, от Египта до Ирландии мегалиты появляются в самых разных уголках мира, и многие из них имеют схожие черты. Это случайность или следы единой цивилизации? Давайте попробуем порассуждать. Официальная наука говорит, что все эти сооружения созданы разными культурами, независимо друг от друга. Но как объяснить сходство технологий? Например, полигональная кладка, когда камни подгоняются друг к другу, как кусочки пазла, встречается и в Перу, и в Греции, и в Индии. Для такой работы нужны не только инструменты, но и глубокое понимание геометрии. А что, если эти знания пришли из одного источника? Некоторые исследователи, такие как Грэм Хэнкок, предполагают существование высокоразвитой цивилизации, существовавшей до известных нам культур, возможно, 12 тысяч лет назад, до конца последнего ледникового периода. Эта цивилизация, по их мнению, могла оставить после себя мегалиты как своего рода послание или доказательство своего существования. Конечно, академическая наука скептически относится к таким идеям, требуя больше доказательств. И это справедливо. Без археологических находок или письменных источников это всего лишь гипотеза. Но есть и другая точка зрения, которая звучит еще более смело. Теория палеоконтакта. Сторонники этой идеи, такие как Эрих фон Дäniken, утверждают, что мегалиты могли быть построены с помощью внеземных технологий. Звучит как сценарий для фантастического фильма, но давайте подумаем. Если древние люди не обладали инструментами для обработки гранита или транспортировки 200-тонных блоков, могли ли им помочь более развитые существа? Легенды многих народов, от египтян до индейцев Южной Америки, говорят о богах, спустившихся с небес. Может, это просто мифы, а может, искаженные воспоминания о реальных событиях. Конечно, это крайне спорная теория, и без конкретных доказательств она остается в области reflecting on the possibilities. Стоит ли нам серьезно рассматривать идею о том, что мегалиты могли быть построены с использованием внеземных технологий? Давайте разберем это с аналитической точки зрения. Аргументы за теорию палеоконтакта. Технологическая сложность. Как уже упомянуто, мегалиты демонстрируют уровень инженерной точности, который кажется невероятным для своего времени.
Например, подгонка блоков в шахте Курора или форте Малабад требует не только физической силы, но и сложных математических расчетов. Отсутствие следов примитивных инструментов на некоторых камнях, таких как саркофаги шахты Осириса, также вызывает вопросы. Глобальное распространение. Сходство мегалитов в разных частях мира, от полигональной кладки до астрономических ориентиров, может указывать на некий единый источник знаний. Если земные цивилизации не имели контактов через океаны, как объяснить эти параллели? Мифы и легенды. Во многих культурах есть история о богах или небесных учителях, которые даровали людям знания. Например, египетский бог. Тот считался покровителем науки и письменности, а в Южной Америке Виракоча обучал людей земледелию и архитектуре. Могут ли эти мифы быть искаженными воспоминаниями о контакте с внеземной цивилизацией? Аргументы против. Отсутствие прямых доказательств. Нет никаких материальных свидетельств, например, внеземных артефактов или технологий, которые бы подтверждали вмешательство пришельцев. Все, что у нас есть, это косвенные улики, такие как сложность мегалитов, которые можно объяснить и земными средствами. Недооценка древних культур. Археологи нередко подчеркивают, что мы склонны недооценивать способности древних людей. Например, эксперименты показали, что с помощью простых инструментов и большого количества рабочей силы можно транспортировать и обрабатывать огромные камни. Известный пример – реконструкция методов строительства Стоунхенджа, естественное развитие технологий. Сходство мегалитов может быть результатом конвергентной эволюции, когда разные культуры независимо приходят к похожим решениям. Полигональная кладка, например, могла быть просто наиболее эффективным способом строительства из крупных камней. Альтернативная гипотеза – утерянная цивилизация. Более правдоподобной, чем палеоконтакт, кажется идея о существовании высокоразвитой земной цивилизации, уничтоженной катастрофой, например, глобальным потопом, связанным с таянием ледников около 12 тысяч лет назад. Эта гипотеза объясняет и сложность мегалитов, и отсутствие письменных источников, и их глобальное распространение. Возможно, выжившие представители этой цивилизации передали свои знания разным народам, что и привело к появлению схожих сооружений. Но даже эта теория сталкивается с проблемой, где следы этой цивилизации. Если она была столь развитой, мы должны были найти хотя бы остатки их городов, инструментов или письменности. Пока что самые старые известные города, такие как Чатал-Гуюк в Турции, датируются примерно 9000 лет назад и не демонстрируют такого уровня технологий. Культурный и философский аспект. Независимо от того, кто построил мегалиты, они заставляют нас задуматься о природе человеческой истории. Мы привыкли считать, что прогресс движется линейно, от примитивных обществ к современным технологиям. Но что, если это не так? Что, если в прошлом существовали цивилизации, чьи знания были утеряны? Или если наши предки были гораздо умнее, чем мы думаем? Мегалиты — это не просто камни. Это вызов нашему самодовольству, напоминание о том, как мало мы знаем о своем прошлом. Заключение. Вернемся к главному вопросу. Были ли строители мегалитов частью утерянной цивилизации или даже контактировали с внеземными технологиями? Пока у нас нет однозначного ответа. Шахта Курора, шахта Осириса, долина Бада, форт Малабад, Нью-Грейндж – все эти сооружения остаются загадками, которые манят исследователей и мечтателей. Возможно, в будущем новые археологические открытия или технологии анализа, такие как лидар, раскроют их секреты. А пока мы можем лишь строить гипотезы, восхищаться мастерством древних и задаваться вопросом, что еще мы упустили в истории человечества. Эти мегалиты не просто камни. Это порталы в прошлое, которые заставляют нас переосмысливать, кто мы такие и откуда пришли. И, возможно, именно в этих вопросах без ответов кроется их настоящая ценность. Что вы думаете? Верите ли вы в утерянную цивилизацию, палеоконтакт, или считаете, что все объясняется земными средствами? Делитесь своими мыслями в комментариях. И давайте продолжим это путешествие в неизведанное вместе.